Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить трендовые сумки Хоба. В этом видео я покажу, как благодаря небольшому изменению формы и деталей можно легко придумать различные модели. Для своих сумочек я возьму искусственную кожу и искусственную замшу. Первый и самый простой способ – это сшить две трапеции. Чтобы немного разнообразить сумку, можно разделить одну или обе части пополам. Сшить их между собой. И сделать отстрочку по бокам от шва. Сначала подшиваю верхний край деталей. И теперь просто сшиваю их между собой. Подрезаю припуски и выворачиваю на лицевую сторону. Самая простая ручка получится, конечно же, из обычной полоски, но также можно подогнуть и прошить ее края. А после этого пришиваю концы ручки к вершинам сумки. К этой же трапециевидной форме можно добавить донышко. Для начала я также подошью верхний край. А затем пришиваю обе детали к донышку. Мне удобнее начинать из центра, так я буду уверена в симметричности деталей. А также я постоянно переворачиваю шитье, сверяясь с линией выкройки, чтобы точно подогнать детали друг к другу. Ниточки я оставила. И теперь ими сшиваю детали по бокам. Выворачиваю сумочку на лицевую сторону. Чтобы сумка закрывалась, можно пришить липучку или кнопку. И, конечно же, пришиваю ручку. Детали для третьей сумочки я выкраиваю без припусков на швы. Сшивать ее я буду по лицевой стороне, как бы швами наружу. Сперва пришиваю края ручки к донышку, наложив их друг на друга. И теперь пришиваю к этому кольцу основную деталь. Чтобы ткань по краям не растягивалась, перед сшиванием края можно проклеить. Одна из подписчиц напомнила мне хороший метод имитации машинной строчки, который я показывала когда-то давным-давно и незаслуженно его забыла. Сначала делаю простой шов вперед иголка.
веду его до конца. Затем разворачиваюсь и делаю точно такой же шов, но уже в обратном направлении и в шахматном порядке, стежками заполняя пропуски предыдущей строчки. Пришиваю также и вторую деталь. Четвертая сумочка будет побольше. Разнообразить сумку можно и с помощью простой строчки. Прокладываю ее по намеченной линии. Я взяла нить под цвет выбранной фурнитуры. Подгибаю и прошиваю верхний край. Теперь пришиваю боковую деталь. Ремни сумки подгибаю с двух сторон и прошиваю. Чтобы сделать пряжку, я возьму колечко от бижутерии и маленький отрезок жесткой проволоки. Подойдет также бижутерный пин или скрепка. На ее конце делаю маленькую петлю. А затем зажимаю ее на колечке. Эту пряжку пришиваю на конец короткого ремешка. Выворачиваю сумку на лицевую сторону. А также прокладываю декоративную строчку вокруг ручек. И чтобы ремешок лежал аккуратнее, на короткий ремень я прикреплю еще одно колечко. И беру вот такую цилиндрическую застежку цепочки. С одной стороны креплю короткую полоску ткани, а с другой подлиннее. И пришиваю эти ремешки с двух сторон. Из этой же выкройки я буду делать и пятую сумочку. На деталях я расчертила полоски по 4 мм шириной. Прорезаю ткань насквозь по горизонтальным линиям. А также нарезаю 8 полосок шириной 4 мм и длиной примерно 35 мм.
Теперь поочередно продеваю полоски в прорези в шахматном порядке. Можно также поэкспериментировать с шириной полосок и расстоянием между плетением. Подклеиваю полоски сверху и снизу. И обрезаю лишнее. Подгибаю и прошиваю верхний край деталей. Все то же самое делаю и с другой деталью. А затем сшиваю их между собой. Выворачиваю на лицевую сторону. Маленькими ремешками пришиваю пряжки к вершинам. Их можно заменить и на колечки. И пришиваю кнопку. Тонкую цепочку продеваю в пряжки. И скрепляю звенья. Конечно же, все эти способы можно тасовать и комбинировать, получая уникальные результаты. И вот такие сумки Хоба у меня получились. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HioDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!